Привет, друзья! Когда Меркель еще уверенно держалась в кресле канцлера, внутри ХДС уже назревали серьезные противоречия. Партия шаг за шагом сдвигалась в центр, пытаясь говорить с каждым избирателем на одном языке, но в итоге теряла связь с собственным консервативным ядром. Правое крыло все чаще выражало недовольство, а партнеры из ХСС прямо критиковали за миграционную политику, которая, по их мнению, открыла дверь новым вызовам для Германии. Как отмечают наблюдатели, в закрытых партийных обсуждениях все чаще звучала мысль, что обещание стабильности больше не вдохновляет часть электората. Центристы выступали за продолжение курса, рассчитывали удержать доверие те, кто ценил предсказуемость. Консерваторы настаивали, что именно мягкий подход лишает партию поддержки. Электорат, уставший от долгих обещаний стабильности, все чаще присматривался к другим партиям. Рейтинги ХДС постепенно снижались, особенно на фоне вызовов, которые страна сталкивалась после 2015 года. Союзники внутри коалиции чувствовали, что момент для изменений назревает, и все реже готовы были соглашаться на компромиссы. Конфликты внутри партии превращались в постоянную реальность, даже когда на публике старались демонстрировать единство. Ситуация внутри Христианско-демократического союза становилась напряженной, и каждая новая дискуссия о будущей партии показывала, насколько сложно удержать всех в едином русле. Как сообщают источники, знакомые с работой партийных структур, внутренние отчеты фиксировали снижение мотивации у региональных активистов и растущие сомнения в эффективности старой стратегии. Именно на этом фоне все больше партийных функционеров понимали, курс Меркель уже не дает нужного результата, а в воздухе чувствовался запрос на новый стиль и новые лица. И вот в этой ситуации появилось еще одно важное имя, которое изменило расстановку сил. Имя Фридриха Мерца начало звучать все громче. Этот политик, которого еще недавно считали фигурой прошлого, неожиданно стал символом возможного перезапуска партии. Как пишут немецкие издания, Мерц считал, что курс Меркель размывает идентичность ХДС и приводит к утрате доверия среди консервативных избирателей. Он понимал, на фоне роста популярности альтернативы для Германии и потери контакта с традиционным электоратом нужно предлагать новые решения, а не повторять одни и те же слова о стабильности. Сторонники Мерца в партийных кругах все чаще подчеркивали, что именно он способен вернуть голос консерваторам и убедить избирателей в готовности ХДС к обновлению. Тем временем Аннегрет Крамп-Карренбауэр, назначенная преемницей Меркель, не смогла удержать позиции. Каждая ее попытка укрепить свое лидерство встречала внутреннее сопротивление, и она быстро превратилась в компромиссную фигуру, которая не вдохновляла партию на перемены. Об этом говорится в ряде публикаций, где подчеркивается, внутрипартийные обсуждения все чаще вращались вокруг возвращения к более жесткой линии, которую мог бы предложить Мерц. На региональном уровне партийные структуры хотели ясности, кто и куда поведет ХДС в будущем. В кулуарах партии все чаще слышались фразы о том, что время компромиссов прошло и нужен лидер, способный вернуть партии авторитет и собрать вокруг нее сторонников. На фоне всего этого появление Мерца как претендента на руководство воспринималось многими как сигнал того, что борьба за направление партии вступает в решающую фазу. И именно в этот период начало формироваться ощущение, что развязка близка, и ХДС готовится к большому внутреннему переформатированию, которое может изменить не только партию, но и всю политическую картину Германии. Внимание! После выборов 2017-2018 Меркель сталкивалась с цифрами, которые никого не радовали. Рейтинги ХДС проседали, а внутренние разногласия становились все более ощутимыми для руководства. Союзники по коалиции начали говорить все громче, что курс нужно менять. Протестные настроения подрывали доверие к привычной системе, люди уставали от вечных обещаний стабильности, а политика компромиссов теряла свою популярность. На улицах Германии все чаще звучали голоса о том, что стране нужны новые решения. Как сообщают источники, близкие к переговорным группам, консервативное крыло ХДС требовало решительности, не видя больше в Меркель. Она и сама это понимала, вокруг уже обсуждали, что эпоха Меркель подходит к концу, и вопрос был не в том, уйдет ли она, а в том, как именно это произойдет. Меркель понимала, что либо она уходит достойно и передает власть по установленной процедуре, либо ее политическое влияние постепенно сойдет на нет. Внутрипартийные встречи все чаще превращались в обсуждение
дня после Меркель. Рядом с этим шли разговоры о том, как вернуть избирателя, который начал уходить. Рост правых партий показывал, что протестный электорат перестает верить в старую систему. Для Меркель было очевидно, чтобы сохранить актуальность, важно было вовремя завершить политический этап. И даже сторонники Меркель понимали, что чем дольше она остается, тем сильнее падает партия. Именно поэтому идея ухода превращалась из слуха в реальный сценарий. И важно то, что все происходящее в стране было тесно связано с изменениями в Европе. Миграционный кризис 2015 года оставил глубокий след в обществе. Рост правых настроений стал реальностью, а политика открытых дверей вызвала расколы внутри страны. Коалиционные партнеры, такие как СВДП, СДПГ, начали свои игры, повышая ставки на переговорах и давя на Меркель. Об этом говорится в материалах, попавших в прессу, где подчеркивается, давление шло не только изнутри, но и снаружи. Кризисы в Европейском Союзе, затяжные финансовые проблемы, Брексит – все это било по позициям Меркель и по нервам немецкого общества. Каждая новая новость из Европы показывала, что стабильность уже не выглядит гарантией. Немецкий бизнес сталкивался с турбулентностью на рынках, а простые граждане ощущали перемены в повседневной жизни. В воздухе витало ощущение, что надвигается новый этап, к которому никто толком не готов. Рост протестных настроений на улицах совпадал с давлением союзников, которые требовали адаптироваться к новым вызовам. Для самой Меркель все это становилось личным испытанием. Она строила политику на философии стабильности, но новая реальность требовала других шагов. И все чаще звучала мысль, что Германия входит в турбулентный период, где прежние методы больше не работают. На этом фоне Меркель понимала, что попытка удержать старый порядок любой ценой может привести к еще большему кризису. И тогда уход становится для нее стратегическим шагом. И что интересно, все эти процессы дополнялись личными решениями самой Меркель. Слухи о ее усталости ходили все чаще, но сама Меркель продолжала держать паузу и работать, как будто ничего не происходит. Она выходила к камерам, спокойно отвечала журналистам, а внутри понимала, что золотая эра стабильности-то закончилась. Не потому, что она так решила, а потому, что мир вокруг изменился, а вместе с ним и запрос общества. Управлять Германией в эпоху кризисов и конфликтов было все труднее, а пытаться сохранить старый стиль означало рисковать всем. По данным инсайдеров, близких к партийным советам, Меркель видела, слишком многие внутри партии ждут перемен. Они больше не хотят слушать о стабильности, вокруг меняются цены, растет недовольство, появляются новые вызовы. Она не хотела оказаться в ситуации, когда ее уход будет приветствоваться оппонентами как знак ее поражения. И не хотела стать символом прошлого, к которому все будут цепляться из страха перед будущим. Меркель всегда придерживалась одной линии – уйти достойно, уйти самой, а не быть свергнутым. Она понимала цену власти и понимала, что если уйти в нужный момент, можно сохранить то, что строилось годами. Она хотела, чтобы передача власти была управляемой, чтобы не превратилась в хаотичную смену эпох, где каждый тянет на себя и рушит то, что создавалось. Для нее это был не просто уход, это был осознанный шаг, чтобы показать, что лидерство – это не только власть, но и умение вовремя отойти в сторону, чтобы сохранить лицо партии и страны в момент, когда все вокруг начинает трещать. И именно поэтому ее решение об уходе стало не просто формальностью, а важным этапом для всей страны. Ее уход не стал неожиданной сенсацией и, кстати, не был тихим уходом на пенсию. Это было управляемое политическое решение, чтобы избежать масштабного кризиса. Меркель понимала, удерживать страну на одном курсе, когда мир вокруг дрожит, больше невозможно. Внутри партии шли уже тогда споры, союзники нервничали, а улицы все чаще напоминали, что эра стабильности больше не работает. По данным партийных аналитиков, решение Меркель стало осознанным стратегическим шагом, продиктованным внутренней ситуацией не потому, что захотела отдохнуть, а чтобы сохранить лицо партии в момент, когда ХДС раскалывалась под давлением внутренних и внешних вызовов. Она видела, чем дольше она будет цепляться за кресло, тем больнее будет падение. Ее уход стал сигналом, вместе с ее шагом в сторону завершилась целая эпоха, и Германия вошла в новый турбулентный период, где уже не было прежних гарантий, где обещания стабильности перестали звучать как железный аргумент, где партия, с которой ассоциировалась стабильность, теперь находилась в поиске новых решений. Меркель не хотела стать балластом, за который будут держаться, пока все вокруг рушится.
Она выбрала уйти тогда, когда это еще было возможно без хаоса. Ее уход стал частью продуманного процесса перехода, чтобы дать шанс тем, кто придет после нее, попытаться найти новое решение в мире, которое уже не вернется в прошлое. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.